Ты родилась не в сказке. Ты родилась в квартире, где пахнет прокисшим пивом и страхом. Россия, провинция, город с одним заводом и 3 магазинами, 2 из которых алкогольные. Твоя кроватка стоит в углу комнаты. Ночью ты слышишь не колыбельную. Ты слышишь, как хлопает дверь, как стакан ставят на стол, как мать говорит тихо-тихо, почти шепотом. Только не ори, ребенок спит. Тебе 2 года. Ты не понимаешь слов, но ты уже чувствуешь. Что-то не так. Что-то всегда не так. Тебе 5 лет. Первый осознанный вечер. Папа пришел домой не такой. Он другой. Его шатает. Глаза блестят, но не от радости. Ты подбегаешь к нему с рисунком. Ты нарисовала дом, солнышко и 3 человечков. Семью. Он смотрит на рисунок долго. Потом говорит: «Что это за мазня?» Бумажка летит на пол. Ты стоишь и смотришь, как твой рисунок лежит на грязном линолеуме. Ты еще не плачешь. Ты пытаешься понять. Может, рисунок правда плохой? Может, это ты виновата? Ты поднимаешь рисунок, кладешь под подушку. Ночью гладишь его в темноте. Тебе 7. Ты идешь в школу. 1 сентября. Белые банты, белый фартук. Мама поправляет тебе воротник. «Где папа?» – спрашиваешь ты. «Он на работе», – говорит мама. Ты уже знаешь, что это неправда, но ты киваешь, потому что ты уже в 7 лет понимаешь правила игры. Не спрашивай, не говори, не чувствуй. Притворяйся, что все нормально. Ты идешь в школу одна, с ранцем, который больше тебя. В классе учительница спрашивает: «Кем работает твой папа?» Ты молчишь 3 секунды. Потом говоришь: «Инженером». Он правда когда-то был инженером, лет 10 назад, до 1-й бутылки. Тебе 9. Ты научилась спать вполуха. 1 глаз закрыт, 2 как будто слушает. Если шаги тяжелые и неровные, значит, сегодня будет. Что именно будет, ты не можешь объяснить словами. Просто что-то плохое. Крик, разбитая тарелка, слезы матери за закрытой дверью. Иногда ничего. Иногда он просто падает на диван и храпит. В такие ночи ты выдыхаешь. Считаешь это победой. Сегодня обошлось. Ребенок в 9 лет, который считает тихий храп победой, это нормально? Нет. Но ты еще не знаешь об этом. В школе ты отличница, 5, грамоты. Такая умная девочка, такая серьезная. Учителя любят тебя. Ты всегда делаешь домашнее задание, потому что пока ты делаешь уроки, ты существуешь в другом мире. В мире, где есть правила, правильные ответы и ясность. 2 × 2 всегда 4. Дома такой ясности нет. Дома правила меняются каждый день, в зависимости от того, сколько выпито. Поэтому ты и любишь математику. Тебе 11. Подружки зовут тебя к себе домой. «Пойдем, мама испечет пирог». Ты идешь. Сидишь на чужой кухне. Смотришь, как чужая мама режет пирог и смеется. Как папа подружки входит, треплет ее по голове. «Привет, дочка». И все. Просто так. «Привет, дочка». 4 слова. Как будто это нормально. Как будто так бывает. Ты ешь пирог, и внутри тебя что-то сжимается. Ты не можешь назвать это чувство. Ты просто знаешь, что дома так не будет. Ты возвращаешься домой. В прихожей запах. Ты все понимаешь по запаху еще до того, как снимаешь обувь. Сегодня водка. Значит, плохо. Пиво – это еще терпимо. Водка – это уже совсем другое. Тебе 13. Ты впервые пытаешься поговорить с ним. По-настоящему. Он сидит на кухне, относительно трезвый. Ты садишься напротив. «Пап, ты можешь перестать пить?» Он смотрит на тебя. Долго. Потом говорит: «Тебе не понять». И уходит. Ты сидишь одна за кухонным столом. Перед тобой чашка остывшего чая. Ты понимаешь, что разговора не получилось, что не получится никогда, что это не твоя задача – его спасать. Но ты еще долго будешь пытаться, потому что ты – дочь, а дочери так устроены. Тебе 14. Мама впервые говорит вслух: «Может, нам уйти?» Вы сидите вечером на кухне. Отец спит. Мама держит чашку обеими руками. Ты смотришь на нее. Она выглядит старой. Ей 40 лет, а она выглядит старой. «Куда?» – спрашиваешь ты. «К бабушке». Ты думаешь об этом ночью. О том, что уйти – это предательство или спасение. Ты не знаешь ответа. Ты засыпаешь без ответа. Утром все по-прежнему. Тебе 15. Ты начинаешь читать. Все подряд. Психология, философия, форумы в интернете. Дети алкоголиков. Ты находишь этот форум в 3 часа ночи. Читаешь чужие истории. Узнаешь себя в каждом абзаце. Одна девочка пишет: «Я всегда жду беды, даже когда хорошо. Я жду, когда станет плохо». Ты перечитываешь это 3 раза.
Потом закрываешь ноутбук и долго сидишь в темноте. Это называется гипербдительность. Твоя нервная система работает на режиме боевой тревоги 24 часа в сутки. Ты не можешь расслабиться. Никогда. Потому что расслабиться значит пропустить сигнал. А пропустить сигнал опасно. Это не паранойя, это адаптация. Ты адаптировалась к войне. Тебе 16. Первый парень. Ваня из параллельного класса. Он добрый, тихий, не пьет. Казалось бы, все хорошо, но ты чувствуешь что-то странное. С ним слишком спокойно, слишком предсказуемо. И это пугает. Ты привыкла к напряжению, к тому, что надо угадывать настроение, к тому, что нужно быть начеку. А с Ваней просто хорошо, и ты не знаешь, что с этим делать. Через 2 месяца ты сама придумываешь причину поругаться, потому что хаос привычен, а спокойствия нет. Ваня долго смотрит на тебя, потом говорит: «Ты сама не знаешь, чего хочешь». Он прав, но ты этого еще не понимаешь. Тебе 17, последний класс, выпускной. Платье розовое, ты его шила с мамой. Отец обещал прийти трезвым. Он пришел, почти трезвым. Сделал несколько фото. На одной фотографии ты улыбаешься. Он рядом, держит тебя за плечо. Нормальная семья, красивая фотография. Ты сохранишь ее, будешь иногда смотреть. И не будешь знать, радость это или боль. Наверное, и то, и другое одновременно. На выпускном все пьют шампанское. Ты пьешь сок. Тебя спрашивают: «Почему не пьешь?» Ты говоришь: «Не хочу». Правду не говоришь. Правда в том, что ты боишься. Боишься, что если выпьешь, станешь им. Этот страх живет в тебе как заноза, глубоко. Тебе 18. Ты уезжаешь учиться в другой город. Берешь 2 пакета вещей и билет на поезд. Мама провожает тебя на вокзале. Она плачет. Ты не плачешь. Ты смотришь в окно, как перрон уплывает назад. Ты думаешь: «Все, теперь по-другому». Поезд набирает скорость. За окном — поля. Ты первый раз за много лет чувствуешь что-то похожее на легкость. Но ты не знаешь еще одну вещь. Ты забрала его с собой. Не его самого, конечно, но все, что он в тебя вложил. Каждое тебе не понять. Каждое ожидание беды. Каждое молчи и терпи. Каждый рисунок, который полетел на пол. Ты забрала это с собой в 2 пакетах. Это не чемодан. Это невидимый груз, и он очень тяжелый. Тебе 19. Общежитие. Соседка по комнате Даша, веселая, громкая, из нормальной семьи. Нормальной? Ты теперь это слово произносишь с особым смыслом. Даша звонит маме каждый день. Просто так. Не потому, что что-то случилось. Просто так. Ты смотришь на нее и не понимаешь, зачем звонить, если ничего не случилось. Звонить надо, когда плохо, когда надо что-то решить, когда кризис. Звонить просто так — это роскошь, которой у тебя не было. На первой вечеринке в общежитии ты наблюдаешь. Все пьют, смеются. Ты сидишь с соком. Парень рядом, Артём, симпатичный, с пивом в руке. Вы разговариваете. Он умный, смешной. Ты думаешь: он пьет пиво, это не страшно, все пьют. Вы начинаете встречаться. 2 месяца — все хорошо. На 3-й месяц он приходит к тебе пьяным. Не сильно, просто немного. На твое тело, не твое тело, а какой-то древний радар, сразу включается на максимум. Сердце бьется быстрее. Ты напрягаешься. Улыбка, как маска. Все хорошо, все нормально. Артём ничего не замечает. Он смеется. Ты смеешься вместе с ним. Но внутри тревога. Как старая знакомая. Утром ты думаешь: может, я преувеличиваю? Может, это просто пиво, просто вечер, просто нормально? Может, я слишком много придумываю? Ты начинаешь сомневаться в себе, в своих реакциях, в своих чувствах. Это тоже он тебе оставил. Привычку не доверять себе. Тебе 20. Ты звонишь домой. Мама говорит, что папа лежал в больнице. Печень. Ты слушаешь и чувствуешь что-то странное. Не горе, не радость. Что-то смешанное, темное. Злость, жалость, облегчение, что ты далеко, вина за это облегчение. Все вместе, одновременно. Ты говоришь: «Как он сейчас?» Мама говорит: «Дома, получше». Ты говоришь: «Хорошо». Вешаешь трубку. Сидишь минуту. Потом открываешь учебник и продолжаешь учиться. Ты умеешь переключаться. Ты научилась этому в детстве, когда надо было идти в школу с улыбкой после ночного крика. Это навык, страшный навык. Тебе 21. Сессия. Ты не спишь 3 ночи. Сдаешь все на отлично. Преподаватель говорит: «Вы очень выносливая». Ты улыбаешься. Выносливая. Да, ты выносливая. Ты выносила многое. Буквально, физически. Тебе кажется, что это достоинство. Ты еще не знаешь, что это последствия.
что твоя выносливость — это не сила характера, а умение терпеть боль, которую другие давно бы остановили. Тебе 22. Первая работа. Небольшая компания. Начальник — мужчина лет 45. Жесткий, непредсказуемый. Сегодня хвалит, завтра орет. Коллеги боятся его. Ты не боишься. Тебе знаком этот тип людей. Ты знаешь, как с ними. Когда он злится, ты тихонько соглашаешься. Ждешь, пока пройдет. Когда он хвалит, не расслабляешься. Ждешь, когда снова будет плохо. Ты идеальный сотрудник для токсичного начальника, потому что ты натренирована с детства. Коллеги удивляются. Как ты с ним? Он же невыносимый. Ты пожимаешь плечами. Нормально. Ты не объясняешь. Как объяснить? Понимаете, у меня была хорошая подготовка. Тебе 23. Отец звонит сам. Впервые. Ты смотришь на экран телефона, видишь «папа» и не берешь трубку. Потом перезваниваешь через час. Он говорит странным голосом. Мне надо было сказать тебе. Я знаю, что я был плохим отцом». Пауза. Длинная. Ты молчишь. Он продолжает. Я сожалею». Ты говоришь «хорошо, пап». Вешаешь трубку. Садишься на пол прямо в коридоре. И, наконец, плачешь. Первый раз по-настоящему. Не от злости. Не от боли, а от чего-то другого. Ты не знаешь от чего. Может быть, от того, что ждала этих слов 18 лет. Может быть, от того, что они пришли слишком поздно. Может быть, от того, что ты не знаешь, что теперь с этим делать. Плакать на полу в коридоре нормально. Иногда это единственное правильное место. Тебе 24. Ты идешь к психологу. Первый раз. Ты сидишь в кресле напротив женщины лет 50 в очках. Она спрашивает, что вас привело? Ты говоришь, я не могу расслабиться. Никогда. Даже когда хорошо. Я жду, что станет плохо. Я не умею просто радоваться. Психолог кивает. Расскажите про вашу семью. И ты начинаешь. Говоришь час. Первый раз в жизни говоришь все. Без фильтра. Бывало, конечно, но в целом все нормально. Просто, что было, как было, что ты чувствовала. Психолог слушает, потом говорит. То, что вы описываете, это называется созависимость. И это не ваша вина. Это то, что с вами сделали. Ты смотришь на нее. Не ваша вина? Ты слышала эти слова раньше. На форумах, в книгах. Но сейчас они звучат иначе. Сейчас живой человек напротив тебя говорит тебе это в глаза. Не ваша вина. Не ваша. Ты сжимаешь бумажный стаканчик с водой. Не плачешь, сдерживаешься. Психолог говорит, вы можете плакать. Ты говоришь, я знаю. И не плачешь. Все еще не плачешь. Старые привычки умирают медленно. Ты начинаешь ходить к психологу регулярно, раз в неделю. Это стоит денег. Ты экономишь на кафе. Это самые важные деньги, которые ты потратила в жизни. Тебе 25. На терапии ты, наконец, разбираешь это. По кусочкам. Как это работало. Ты, маленькая, пыталась спасти отца. Если бы ты была лучшей дочерью, может, он бы не пил? Если бы ты получала 5, может, он бы гордился и перестал? Если бы ты не шумела, может, не было бы скандалов? Это детская логика, магическое мышление. Ребенок не может принять, что проблема не в нем. Потому что если проблема не в нем, значит, он не может ее решить. А это еще страшнее. Поэтому ребенок берет вину на себя. Это не слабость. Это попытка контролировать неконтролируемое. Психолог объясняет тебе. Это называется роль спасателя. Ты стала спасателем в детстве. Ты несла ответственность за то, за что не должна была нести. За эмоции взрослого мужчины. За его выбор. За его болезнь. И ты несешь это до сих пор. В работе, в отношениях, в привычке всегда думать о других раньше, чем о себе. Ты помогаешь всем вокруг. Всегда. До последнего. Потому что если ты не помогаешь, ты не нужна. Это убеждение из детства. Глубокое. Почти фундаментальное. Ты имеешь право быть нужной просто так. Просто потому, что ты есть, говорит психолог. Ты записываешь это в блокнот. Перечитываешь перед сном. Тебе 26. Новые отношения. Максим. Программист. Не пьющий, стабильный, предсказуемый. Через месяц ты ловишь себя на мысли «это слишком хорошо, что-то не так». Но теперь ты знаешь, что это твоя старая тревога говорит, а не реальность. Ты не разрушаешь отношения. Ты идешь на терапию и говоришь «мне слишком хорошо с ним, и я боюсь». Психолог
вдруг улыбается. Это уже прогресс. Огромный. Вы с Максимом едете в горы. Первое лето вместе. Вечером у костра он берет тебя за руку. Просто так. Сидит рядом, молчит. Тишина хорошая. Не та тишина, которую ты знала дома, когда тишина означает «пока не началось». Другая, теплая. Ты сидишь и думаешь. Вот так бывает? Да, бывает. Не у всех, но бывает. И у тебя теперь тоже. Тебе 27. Мама звонит. Папа попал в больницу снова. Сердце. Ты едешь домой. Стоишь в больничном коридоре. Запах хлорки и казенных стен. Врач говорит что-то про сердце, про лечение, про нужно беречься. Ты слушаешь и заполняешь документы. Деловитая, спокойная, эффективная. Мама рядом. Растерянная, зареванная. Ты берешь ее за руку. «Мам, все сделаем. Не бойся». Она смотрит на тебя с такой благодарностью, что тебе хочется сказать: «Ма, ты же понимаешь, я давно выросла. Мне уже не 7 лет, но ты молчишь». Иногда самые важные слова – те, которые не надо говорить вслух. Ты остаешься на неделю. Ходишь в больницу, договариваешься с врачами, платишь за лекарства, готовишь маме суп. Делаешь все правильно. Потом уезжаешь обратно. В поезде пустые 3 часа. Смотришь в окно. Поля, лес, маленькие станции. Ты думаешь про него, про то, каким он был до. Мама рассказывала, был веселым, играл на гитаре, любил кино. Что-то сломалось в нем, раньше, до тебя. И он выбрал не починить, а залить. Его боль стала твоей болью. Это несправедливо, это просто факт. Ты не прощаешь его прямо сейчас. Прощение — это не рубильник, который щелкаешь. Это долгий процесс. Ты просто позволяешь ему быть сломанным человеком. Не чудовищем, не героем, просто сломанным. Это что-то меняет внутри. Тебе 28. Ты первый раз в жизни не можешь объяснить, что чувствуешь, потому что чувствуешь просто хорошо. Не эйфория, не облегчение от избежанной беды. Просто хорошо. Ты сидишь утром с кофе у окна. Солнце, тихо. Максим еще спит. Ты держишь чашку обеими руками. Горячо, хорошо. Вот так и должно быть. Ты звонишь маме. Просто так. Не потому, что что-то случилось. Просто так. Тебе 29. Ты ведешь блог. Анонимно. Пишешь про детей из семей, где пьют. Коротко, честно, без украшений. Тебе пишут незнакомые девочки. Это про меня. Я думала, только у меня так. Спасибо. Я плакала и чувствовала, что меня кто-то понимает. Ты читаешь эти сообщения. Каждое. Ты помнишь себя в 15 лет, в 3 часа ночи, на форуме. Я всегда жду беды. Ты тогда искала кого-то, кто скажет: ты не одна. Теперь ты сама это кто-то. Тебе 30. Твой день рождения. Максим делает торт сам. Криво, смешно, с надписью «30» из шоколада. Приходят друзья. Громко, весело, шампанское, смех. Папа звонит в 9 вечера. «С днем рождения, дочка!» Голос трезвый. Ты говоришь: «Спасибо, пап». Он говорит: «Я горжусь тобой». Пауза. «Я знаю, что я не был рядом как надо, но я вижу, что ты хорошо живешь». Ты говоришь: «Я стараюсь, пап». Он говорит: «Я знаю», и вешает трубку. Ты стоишь в прихожей с телефоном, слышишь из комнаты смех друзей. Максим кричит: «Ты там не потерялась?» Ты улыбаешься. «Нет, иду». Ты кладешь телефон в карман, возвращаешься к своей жизни. Своей жизни. А теперь стоп. Вот что ты должна знать. Вот факты, которые меняют все. Алкоголизм – это болезнь, не слабость характера, не распущенность. Медицинский диагноз F10 по МКБ-10. Зависимость меняет структуру мозга, буквально. Нейронные связи перестраиваются так, что мозг воспринимает алкоголь как необходимость для выживания. Это не оправдание, это объяснение. Разница важна. В России от алкоголя прямо или косвенно страдают около 30 миллионов человек. Не те, кто пьет, те, кто живет рядом. Каждый 3-й ребенок в России растет в семье, где есть проблема с алкоголем. Каждый 3-й. Это не редкость. Это массовая травма, о которой почти не говорят. Дети из алкогольных семей – это особая категория. У них есть общие черты, которые описаны и изучены. Гиперответственность. Берут на себя слишком много. Трудности с доверием. Сложно доверять людям, потому что самый близкий человек был ненадежен. Страх потери контроля над ситуацией, над собой. Привычка к хаосу. В спокойном месте некомфортно. Трудно отдыхать. Все время ощущение, что надо что-то делать. Страх выражать эмоции, особенно злость. Хорошие девочки не злятся. Склонность к отношениям с зависимыми или нестабильными людьми, потому что это знакомо. Это называется паттерн повторения. Ты воспроизводишь знакомую динамику, потому что она единственная, которую ты знаешь.
Это не судьба, это не приговор. Это программа, которую можно переписать. Медленно, с усилием, но можно. Есть термин ACE – Adverse Childhood Experiences – негативный детский опыт. Исследование, проведенное в США в 90-х, отслеживало 17 тысяч человек. Оказалось, чем выше балл по шкале ACE, тем выше риск депрессии, тревожных расстройств, проблем с сердцем, онкологии и даже ранней смерти. Алкоголизм в семье – это один из баллов. Он влияет на физическое здоровье буквально. Твое тело помнит детство. Хронический стресс в детстве повышает уровень кортизола. Кортизол – гормон стресса. Высокий кортизол годами – это воспаление, слабый иммунитет, проблемы со сном, тревога. Это не метафора, это биология. Хорошая новость. Мозг пластичен. Нейропластичность – это способность мозга создавать новые связи. Терапия работает потому, что буквально меняет структуру мозга. Не характер, не личность, физическую структуру. Новые реакции – это новые нейронные пути. Это можно построить в любом возрасте. Созависимость. Ты слышала это слово. Многие путают его с «любить слишком сильно». Это не то. Созависимость – это когда твое эмоциональное состояние полностью зависит от состояния другого человека. Когда он в порядке, ты в порядке. Когда ему плохо, тебе плохо. Когда он пьет, ты виновата. Когда он трезв, ты счастлива. Твои эмоции не твои, они его. Это начинается в детстве, когда ребенок учится читать состояние родителя, чтобы выжить. Потом этот навык остается и начинает мешать. Потому что ты не можешь быть в порядке сам по себе, только в зависимости от кого-то другого. Выход из созависимости – это научиться иметь собственные эмоции. Отдельные, не отражение чужих. Это сложнее, чем кажется. Это работа на годы. Прощение – еще один большой вопрос. Надо ли прощать? Тебя спрашивали. Ты спрашивала себя. Вот что важно понять. Прощение – это не для него. Прощение – для тебя. Это не значит говорить «все нормально». То, что было, это была не проблема. Это значит, я перестаю тратить свою энергию на ненависть к тебе. Не потому, что ты заслужил прощение, а потому, что я хочу эту энергию использовать на что-то другое, на себя. Прощение не обязательно. Это выбор. Твой выбор. Никто не должен тебя заставлять. Особенно люди, которые говорят: «Он же отец, надо простить». Не надо. Ты разберешься сама, в свое время. Или не разберешься. Это тоже нормально. Что точно нужно сделать? Отделить его историю от своей. Его болезнь – это его болезнь, не твоя. Его выбор – его выбор, не твоя ответственность. Ты не могла его спасти в 5 лет. Ты не могла его спасти в 13. Никто не может спасти другого человека от зависимости, если он сам этого не хочет. Это жестокая и освобождающая правда одновременно. Ты не виновата. Ни разу. Ни в один момент своей жизни ты не была виновата в том, что он пил. Это не было про тебя. Никогда не было про тебя. Ты выросла в условиях хронического стресса. Ты выжила. Ты адаптировалась. Ты многому научилась. И хорошему, и плохому. Хорошее. Ты выносливая, внимательная к людям, умеешь читать ситуацию, умеешь справляться. Плохое. Ты не умеешь расслабляться, боишься потерять контроль, ждешь беды в хорошие моменты, тяжело принимаешь помощь. Это не твои черты характера. Это последствия. Последствия можно изменить. Черты характера менять не надо. Ты и так человек. Последнее, самое важное. Ты сейчас можешь быть в любом возрасте. Тебе может быть 15, и ты сидишь в 3 ночи на форуме. Или 20 и думаешь, что надо просто пережить. Или 30 и думаешь, я справилась, но почему мне все еще так тяжело? Или 40 и думаешь, я уже слишком взрослая для терапии и разбирательств. Нет, нет никакого слишком. Нет, слишком поздно. Нет, надо просто пережить. Есть, жить. По-настоящему. Не выживать. Не ждать, пока пройдет. Жить. Ты заслуживаешь нормального. Тихого вечера без тревоги. Человека рядом, которому можно доверять. Утро без ощущения опасности. Своих эмоций. Своей жизни. Не его тени в твоей жизни. Своей. Это была твоя жизнь. Часть ее. Самая тяжелая часть. Но не вся. Дальше пишешь ты сама. Если ты узнала себя в этой истории, ты не одна. Вас миллионы. В России не принято об этом говорить. Не принято выносить ссор из избы. У всех так, у кого-то хуже. Нет, не у всех так. И то, что у кого-то хуже, не делает твою боль меньше. Твоя боль настоящая. Она имеет право быть. Первый шаг – назвать это своими словами. Не «папа любил выпить», а «в моей семье была проблема с алкоголем, и это повлияло на меня».
Точно и честно, без оправданий, без преувеличений, просто факт. Второй шаг – найти поддержку. Группы Ал-Анон – это для родственников зависимых. Там не лечат, не осуждают. Там просто люди, которые понимают. Терапия индивидуальная. Книги «Взрослые дети алкоголиков» Джанет Войтиц. Написано в 1983 году, но до сих пор точное в каждом слове. «Токсичные родители» Сьюзан Форвард. Читать и узнавать себя – это уже работа. Третий шаг – отделить прошлое от настоящего. Прошлое случилось, оно не исчезнет, но оно там, позади. Настоящее здесь. И в настоящем ты выбираешь сама. Ты – дочь пьющего отца. Это часть твоей истории. Не вся история, не главная глава, просто часть. А дальше ты сама. И это, наконец, твоя жизнь.